Мамочки, у которых детки с ДЦП с рождения и дошкольного возраста, это видео очень важно для вас. Здравствуйте, мамочки, у которых детки с ДЦП. Меня зовут Яна, у меня тоже есть сын, ему 20 лет, и у него ДЦП. Это видео я именно для вас снимаю, так как было очень много вопросов в группах, в наших группах, на Ютубе, в Инстаграме, на Фейсбуке. Вопросы были такого порядка. Как Дима развивался, как он достиг таких успехов в 20 лет, с чего начиналась наша реабилитация. Просили мелко, подробно описать это все. Я постараюсь как можно лучше до вас это все донести. Начну я с такого шага, как карточка. Это Димина карточка. Это карточка за 20 лет. Она практически полностью закончена. То есть последние страницы, они все заполнены. Видите, вот. То есть вот такая реабилитация за 20 лет. Кто спрашивает, труд этот, вот он вот такой. Подробно я сейчас расскажу вам. Немножко буду читать с листика, то, что я приготовила, боюсь немножко пропустить чего-то. Роды были у нас тяжелые. В родах была эклампсия, пострадала я, пострадал Дима. То есть ДЦП у него с рождения. ДЦП тяжелая. Но самое главное, что мы не знали, что это ДЦП. До года мы не знали, что это ДЦП. Выписав из карточки некоторые факты, я вам сейчас расскажу о них. Ребенка сначала поместили в больницу, там, где, после родов детки, не в роддоме. Там его подержали несколько недель и выписали домой. Дома это длилось все долго. Мы не понимали, что с ребенком что-то не так. Врачи нам ничего не ставили. По возрасту ребенок начал расти. Я смотрю, в месяц нету динамики, смотрю, в 2 нету динамики. То есть ребенок умственно развивается, физически нет. Мы начинаем нанимать массажистов, мы начинаем нанимать людей, которые помогают нам его развивать физически. Но результата немного. По врачам я хожу все время, но никто не ставит никаких диагнозов. Вот я вам сейчас расскажу примерно до 8 месяцев. Все, что мы делаем, мы нанимаем очень много массажистов. Массажисты, мы двигаемся с ним. Он не двигается. Ручки очень вялые, голову не держит, не сидит. Очень вялый, большая спастика. Что пишут врачи? Не сидит, мышечный тонус, дистонии, наклоняется все время вперед, если садишь, голову не держит. Так продлилось вот до 8 месяцев. 8 месяцев у меня была огромная паника, я уже паниковала, и я начала его возить до специалистов, которые уже мне советовали люди. Делали мы массажи, пили витамины. Он не ползал, не сидел. С такими вот я просьбами обращалась к врачам. Не ползает, не сидит, не реагирует ни на что. Только умственно. Он реагировал на свое имя, смеялся, ничего не лепетал. В диагноз ему поставили в год и месяц. Но до этого момента врачи ставили такой диагноз, как синдром вялого ребенка. Чтобы вы понимали, что такое синдром вялого ребенка. То есть не ставят диагноз, не дают инвалидность, не дают родителям определиться. В год
мы ложимся в больницу. И в год и месяц ставят ребенку диагноз ДЦП. Вот с этого момента мы начинаем работать именно с ДЦП. Для чего это я так уделяю этому внимание? Потому что очень важно как можно раньше узнать свой диагноз, какой у вас есть. Диагноз, с которым вы начнете бороться. Именно с ним вы начнете уже бороться. С этого момента, когда вам поставят диагноз, откиньте все, что было. Не надо никого обвинять, почему так случилось, почему именно со мной, почему в родах, почему мой ребенок, а не чужой. Боритесь с фактом. Когда я поняла, что уже есть факт налицо, не было тогда интернета так, не было где это узнать, я начала бороться именно с тем фактом, что уже есть. Вот, мы стали ходить в центр реабилитации. Это подняло меня духом, чтобы не было депрессий. У кого есть в центре реабилитации близко, ходите в них. Ходите регулярно, ходите постоянно. Не смотрите на дорогу, на неправильных там каких-то специалистов. Среди них есть хорошие реабилитологи, хорошие логопеды и так далее. Ходили мы туда, начиная с года до 18 лет. То есть, чтобы вы понимали, 17 лет мы ходили в центр реабилитации. Принимали таблетки, которые нам врачи назначали, ложились каждые 3 месяца в больницу, занимались ЛФК, занимались реабилитологами, занимались логопедами, разрабатывали, плавали, всевозможно. Но что я хочу вам сказать, что даже этого всего было мало. Мы, как родители, хотели побыстрее это сделать. Но ДЦП – это продвижение в миллиметр, это уже продвижение. Это я сейчас так вам говорю. Тогда я паниковала, конечно. Ездили мы в разные институты. Были в Киеве, ездили по санаториям. Все различным. Хочу немножко остановиться на одном санатории, в котором мы были в Крыму. Санаторий Министерства обороны. Тогда он был украинский, Украина, и сейчас как бы Крым, Украина, вот в таком плане. Мы были в этом санатории, это был военный санаторий для деток с ДЦП. Туда было очень сложно нам тогда попасть, но мы попали. И вот там до сих пор я помню этого человека, это военного ортопеда. Он мне сказал такую фразу: научите своего ребенка до 7 лет пахать. И тогда вы начнете собирать плоды. Я не останавливалась ни одной минуты. Вот вообще не останавливалась. Теперь я вам озвучу, как он двигался понемножку. Фотографии мы выложим, и вы посмотрите на них. Мы жили в ДЦП. Жили все время в этом диагнозе, но не унывая, а поднимая его с этого диагноза. Мы шагали вперед масштабно, по очереди с мужем водили его на вожжиках. Вот он был большой, а мы его водили на вожжиках. Это первое, что я вам посоветую. Если у вас ребенок не ходит, не водите его за ручку. Вы же будете все равно водить, он будет переплетать ножки. Купите вожжики. Эти вожжики, это как малышам покупают такие подручки, чтобы научить ходить. Не смотрите, что вашему ребенку 3, 5, 8 лет. Купите эти вожжики. Он будет опираться на ножки и в то же время качать мышцы ножек. Нам еще там сказали, надо ходить по высоте. Вот представьте, ребенок не держит голову, а мы ходим по высоте. Ребенок не двигается, а мы его волочим, мы ходим с ним. Но точно, что я знала, что я его никогда не посажу в инвалидное кресло. Вот точно, что я знала. Я даже не воспринимала эту мысль. Что бы мне ни говорили, я говорила нет. Мой ребенок будет ходить.
еще такой совет родителям у меня огромный есть. На пути к достижению своих успехов по ДЦП у вас будет встречаться очень много специалистов, советчиков со стороны и так далее. Я хочу, чтобы всех этих людей вы воспринимали как собственных консультантов. Не надо перелаживать свой труд на плечи реабилитологов только. Принимайте каждого реабилитолога, логопеда, принимайте их как консультантов. Они вас консультируют, а пашете над этим вы. 95% со всего времени ваш ребенок находится именно с вами. Поэтому и работайте с ним вы. А реабилитологи работают по часу, по 2 в день. Это очень мало по сравнению с 24 часами, которые в сутки. Так мы работали до 3,5 лет, а потом отдали его в садик. Сейчас я вам скажу, в каком состоянии он у нас пошел в садик. Голову он держал плохо. Ручки у него не работали и сейчас плохо работают. Сначала он начал по-пластунски ползать. Мы ручкой держали ножки его, и он отталкивался. Потом он сел как зайчик, вот так, знаете, на коленочки. Но он все время падал, руки были слабые, он падал, рубал себе губы. Ну, таким образом он накачал мышечную массу рук. Постепенно он начинал передвигаться, голова падала, отрывалась. Было очень-очень обильное слюневыделение. В слюнявчиках Дима проходил, скажем так, где-то до 8 лет. Чтобы вы понимали, да? То есть вот это количество в 100 слюнявчиков у нас было всегда. Но потом он прыгал вот так вот. И он постепенно... Его телосложение, оно окрепало. Жил он практически, скажем так, на полу находился. Для того, чтобы двигаться, и он не упал, мы ему стелили, и он ползал. Ложили самые яркие игрушки. И он постепенно передвигался, двигаючись до своих игрушек, он потихонечку окрепал. Так он двигался, и потом он стал подниматься, как и все детки, да, там к диванчику подползая немножко, пытался, подпрыгивая вот так, да. И потом был такой процесс, 3,5 года мой Дима ходил на высоких коленах. Вот как мы ходим на ногах, вот так он ходил на высоких коленах. На коленах у него были огромные мозоли, то есть прям такие мозоляки, прям, которые протирали штаны, если вы знаете, если вы как раз, именно у вас такая проблема, то есть вы это знаете. Но когда он ходил, то есть когда ребенок ходит месяц, а вы думаете, боже мой, он ходит месяц, ему так сложно. Дима ходил 3,5 года так. И вот именно в этом состоянии он пошел в садик. Ходя на высоких коленах, еще слабовато держа голову. Этот садик находился очень далеко. Настолько далеко, что мы вставали каждый день в 5 часов утра. Сначала нам надо было час ехать на маршрутке. Нет, сначала его надо было донести еще до общественного транспорта, потом ехать, потом минут 25 еще нести его на руках. И вот таких дней было у нас очень много. В садик мы ходили, бывало 3 раза в неделю, бывало 5 раз в неделю. Но мы не прекращали ходить в центр реабилитации. Хочу всем тем именно мамочкам сказать, которые походят немножко в центр реабилитации и говорят, никакого результата. Так вот, результат в ДЦП – это даже миллиметр. Продолжайте ходить. Именно то, что вы не отказываетесь, начали делать, делайте его.
Не останавливайтесь, не прыгайте с места на место. Делайте. С годами ваши реабилитологи, они научатся с вами работать. Они научатся прогнозировать ваших детей. И именно вот это дает результат. В садик Дима ходил, и я считала, что именно этим я ему показываю дорогу к солнцу. Показывайте своим дорогу детям солнцу. Не надо им показывать вниз, как врачи говорят. Да, нам тоже говорили, и откажитесь, и отдавайте в интернат, и так далее, и тому подобное. И научитесь, самое главное, научитесь внедрять своего ребенка в коллектив. Это очень важно. Не ждите, что коллектив вас примет. Сами приводите, сами садите до детей. Покупайте самые яркие игрушки, чтобы другие детки играли с вашим ребенком. Дима ходил в садик. Это был такой заряд энергии для меня. Он видел этих здоровых деток, и на него всегда говорили «маленький Дима». Но он был далеко не маленький. Ему было 3, 4, 5, 6. И в садик он ходил до 8 лет, до 8,5, нарушая все нормы, которые можно было водить дитя в садик. То есть нам говорили: нет, мы не продлим дальше в садик, уже должны другие детки место занимать. А мы боролись за это место под солнцем. Начиная в садик, с того момента мы всегда говорили: возьмите его на 3 месяца. То есть, куда бы мы ни шли, мы всегда просили экспериментально. Да вот на 3 месяца возьмите, мы посмотрим, если будет динамика, будет дальше продолжать ходить. Нет, мы тогда будем дальше в центр больше ходить. Мы ездили везде. До 10 лет мы объездили, скажем, большую часть Украины. Влаживали все ресурсы. Живя на квартире, мы пахали и влаживали все средства, которые у нас были в Диму. Но самые большие средства – это не деньги, это ваш труд, каждодневный. 24 в сутки – это ваши. Я покажу вам фотографии. Их не так много, тогда не так было все с этим легко и просто, с фотографиями, да, и они не в таком качестве, как мы привыкли сейчас их видеть. Но я думаю, что где-то вы увидите в этих фотографиях своего ребенка, и вы поймете, что вы не одни такие, и чего можно достигнуть, когда 20 лет. Очень рада буду, если вы будете смотреть на моего Диму и поставите себе цели достигнуть таких результатов, а может даже и больше. Буду рада, если он будет эталоном таким для вас. Я хочу сказать, что смотрите мои следующие видео. Следующие видео мои будут от школьный период его. Я хочу вам показать, в каком состоянии после садика он пошел в школу, как расцвел мой ребенок в саду, со всеми этими упражнениями и так далее. И в каком состоянии прошли его годы в школе, на каком уровне он закончил эту школу, как он двигается сейчас. Смотрите видео. Ссылочку мы оставим. Если есть какие-то у вас вопросы по такие маленькие нюансы личные, задавайте их на электронную почту, присылайте по ссылочке. Буду очень рада вам ответить. Извините, если я вам очень мало дала информации. Хотелось бы много, сказать очень есть много чего. Но в общих чертах вы должны понимать. Работаем. И потом получаем плоды. А плоды – это улыбка, это лишний шаг, лишнее движение вашего ребенка, которого мы очень-очень любим. Спасибо. До новых видео. Спасибо за просмотр. Присоединяйтесь к нам.
Будем трудиться вместе на результат. Если видео понравилось, ставьте пальчик вверх. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наше новое видео. А также, кто не подписался, подписывайтесь на канал в Инстаграме Полович Дмитрий. Там вы увидите интересное видео с нашими каждодневными тренировками и много интересного из жизни Димы. Пока-пока!